Ну что же, всем снова здрасте. Я все там же в Дрожжино. Не заходил я, о, бутылочка. Не заходил я примерно, ну, дня 3. Чем мы это выльем? Ну и, конечно, нам накидали целую кучу всяких дополнений. Из такого, что наиболее важное для меня, это, наверное, новый тип зомби. Новый тип зомби, которые вроде бы как не очень сильные, но в то же время довольно опасные. Они меньше, они тише. Ну и, я так понимаю, они могут набегать толпой. Дождь тут поливает. Ну, с одной стороны, это хорошо. Меня будет меньше слышно. Потом была переработка в количестве спавна пищи. Это, наверное, тоже правильно. Так как, ну, пищи было действительно много. Там, опять же, переработки некоторые крафта медицины, все такое. И на самом деле обновлений-то очень много. И я настоятельно советую, если кто их не читал, зайти в Discord и ознакомиться. Так как, вероятно... Ой-ой-ой, что за прогруз такой дикий? Что такое началось-то? Зомби, что ли, спавнится толпой? Да, так как вот эти вот знания помогут выживать. И помогут довольно-таки сильно. Ну, а я же, в свою очередь... Нифига себе их наспавнилось. Двигаюсь к Зеленогорску, я так понимаю. Так как самое ближайшее поселение, так скажем, именно там. Хотя на самом деле делать-то мне там особо и нечего, с одной стороны. Так-то бы хотелось уже и к алтарю двигаться. Все-таки у меня куча барахла, может там что-то продам, что-то куплю. И освобожу место. Подкуплю, может, слотовую одежду какую-то. Ну и все такое. Ну и да, кстати, я ж совсем забыл. Добавили урон по зомбакам от холодного оружия. Именно тяжелого холодного оружия. Теперь их можно убить. Можно убить ударом в голову, топором, киркой и катаной, которую ввели в игру. По-моему, это очень здорово. По крайней мере, теперь появился шанс, можно отбиться, если там в поле внезапно встретил кого-то. Перчатки рабочие, поврежденные. Ну, давай пока пусть будут. Если что, выкину. Вот, так что теперь это будет немножечко попроще все дело обстоять, хотя удары от зомбаков никто не отменял. И заболеть можно точно так же, как и раньше. Но зато при наличии медицины хотя бы можно вылечиться. И от зомбака отбиться. Что довольно-таки круто. Ладно. Не буду я лутать тут прям все. Пожалуй, двину к Зеленогорску. Хотя в такую грозу это прям-таки не весело. Так, но я нашел гвоздик. Сильно поврежденный, гнутый. Но молотком его можно выпрямить. Гвозди нам понадобятся. То же самое стройка, все такое. Надо бы отжаться. Пробежал всего ничего, уже намок. Не надо так, мерзнуть еще рано. Сейчас отожмусь.
Так, гвозди. Гвозди, по-моему, у меня были. Да, у меня есть гвозди. Можно ли их будет стакнуть? Хотелось бы мне узнать. Молоток объединить, выпрямить. Рожь. О, как долго. Наверное, лучше этим заниматься целым стаком. Я надеюсь, он работает на стак. И я надеюсь, еще дольше выпрямление не будет занимать времени. То как-то прям... Ну, хотя... Если есть нужда в гвоздиках... Ну, гвозди поношенные. Пойдет. Еще и хпшечки добавилось им. Молоток не тронут. Хорош. Ладно, отжимаюсь, двигаюсь дальше. Ну, вроде как и зелик уже виднеется. Это прям замечательно. Вот этот лесочек, он уже довольно-таки опасный. Там находится точка спауна всяких собачек. Хотя, наверное, они тут изменены. Но мне что-то подсказывает, что и ванильные точки спавна тоже оставлены. Для сложности, так сказать. О, вроде и дождь заканчивается. Замечательно. Но особо сильно зелик я лутать не буду. На военке мне все равно ход закрыт. Кстати, на военках появились ящики, которые взламываются ломом. И ящики эти на самом деле на свой страх и риск. Так как примерно 1 из 10 заминирован. Ну и скорее всего он вас убьет. Если, конечно, там на вас нет какой-то, наверное, супер тяжелой брони. Или может какая-то броня есть, которая защищает от взрывного урона. Платье. Так-то мне вроде бы и надо веревку сделать еще. А вроде и некуда. Что-то там вроде бы лежит. Лопатка. Блин, лопатка-то мне нужна. Лопатка мне нужна. Куда ее ложить? Вроде бы как и пролутано все. В то же время что-то да встретится. Лопатку же нашел. Уже хорошо. Хотя могла быть и пила на самом деле. Она мне понужнее будет. Все-таки я до сих пор гуляю без оружия. И это мне как-то вообще не внушает уверенности. От слова совсем. Я вообще не знаю. У меня есть одна сигнальная ракета. Я без понятия, наносит ли она урон. Но буду надеяться, что наносит. И что хотя бы один. Так, радейка. Так что хотя бы один выстрел у меня имеется. Рация, рация. Куда же мне тебя засунуть-то? Или сразу разобрать? Давай попробуем разобрать, что получится. А походу ничего с нее и не упало. Вообще. Странненько. Или... А, нет, вот он сразу в инвентарь упал. Дисплей. Дисплей, это хорошо. Две уже части электронного кодлока у нас имеется. Так, что дело движется. Куртку взял? Куртку взял. Прям тут все залутано. Везде двери открыты. Причем, начиная от вот этой вот горы, все систематически открыто. То, что я нашел лопату, это, наверное, просто чудо. Она так лежала, на самом деле я бы не сразу ее увидел. Как-то надеяться на шикарный лут тут не приходится. Хоть бы пару домиков найти незалутанных, а то ведь вообще все. Шапка, ушанка. Как бы, а чё бы нет на самом деле. Шлем пожарного хоть намокает не так быстро. Шапка-ушанка все-таки лучшее утепление. И нужна ли мне курятина? Курятина. Курятина вообще как бы
от еды-то отказываться не самая лучшая затея. Еда мне нужна. Тогда что получается? Охотимся? Так, ну вот, кстати, я и отоспался, мальца. Кстати, наверное, мог бы спать дальше. Так как уже вечереет. Так, вот в эту сторону. Нет, не в эту. Погоди, сориентируюсь. Церковь. Вот туда примерно падает снаряд, и он досюда пока что не достает. Но тут на самом деле такая тонкая грань, что может и достать. Там самым краешком зацепить. Но факт остается фактом. В Зеленогорск я идти не хочу. Вот именно вглубь. Делать мне там нечего. Тут, наверное, ну как минимум 2 человека лутаются. Один с огнестрелом, второй с арбалетом. Перепрыгивать через забор я не могу. Шот валяется. Коробка ружейных патронов. Опять 12-й. Да, патронов до хрена. А толку ни хрена. Темнеет, однако. В церкви как-то не больно хочется оставаться на ночевку. Блин, спалит ведь 100%. Попробую, ладно. Вроде нормуль. Хватило заряду. И ларечек бы посмотреть. А вдруг там что интересное? Ну, давай попробуем. А потом в домик и спать. Что-то там валяется в багажнике. Меня тут зомбачье окружило. Конечно, такое себе там валяется, по-моему. Но посмотреть можно. А чё бы и нет. Может, ее как-то все-таки удастся подрубить. Ну что ты смотришь? Давай, пойдем. Пойдем, что покажу. Еще не видела, наверное. Вот смотрит, а. Так. Здравствуйте. Ну. О, не сразу он берет. Так, сначала обычный удар. Бам. Нормально. На самом деле я хотел кувалду проверить. И что-то внезапно забыл. Но механика работает. Так, маски, перчатки есть. Обыщем. Стемнело-то как. Паинькать пора. Кроме кепки ничего. Понятно, уничтоженное. Я ж по ней топором вдарил. А что в тачке было? В тачке у нас было какая-то толстовка. Ну, не то чтобы я хотел, но ожидал это увидеть. Где-то бахнуло. Но бахнуло довольно далеко, кстати. Ну а сейчас раннее утро. Пролутаю я еще раз холодильник, а вдруг что? Ну, понятно. И двину, пожалуй, я в Сосновку. Незамедлительно. Прошел рестарт. Все обновилось. Включая зомбаков и всяких таких неприятных животных, которые могут встретиться мне на пути. Тут все по-старому. Толстовочка лежит. Все лежит. Пожалуй, двину я к тем домикам.
Ну а потом выйду на дорогу до Сосновки. Там какие-то сарайки. А надо ли мне оно? Ну давай сходим посмотрим. А вдруг пила? Хотя я бы тут не стал на самом деле задерживаться. Уж больно опасные тут места в плане животины всяческой. Защищаться у меня по-прежнему нечем. О, люди. Кстати, они тут были. Нифига себе. Выхлоп лежит. Вот это поворот. Здорово. Здорово. Слушай, у тебя на обмен нету ничего? Шприц есть. С антидотом, гвоздики нужны. А, гвоздики. Блин, гвоздиков у меня мало, я сам собираю. Может, 12-й Есть калибр? антидот. Что 12 калибр? Ну, я бы тебе на обмен предложил 12-й калибр. Мне бы кастрюльку какую-нибудь. 12 калибр, блядь. 12 калибр у нас жопа ешь. Ну, у меня та же Кастрюлю я история. тебе дам, не переживай. Не, ну, так Давай, нехорошо, надо вылезай. что-то в обмен. Хочешь, вот Ну, кувалду забери. гвоздиков. Нужна? Кувалду возьму. Давай. Ну вот, бери, а то мне уже некуда ее. Подожди, сейчас принесу тебе А, кастрюлю. давай, спасибо. Ну, спасибо. Держи тебе кастрюлю. Слушай, а тебе нужны дальнобойщики вот эти вот Да у меня чертежи? их пруд пруди. А их что, продать Этих вообще чертежей. реально на алтаре там? Нет, не продать. Никому Нет? не продашь. Никому не нахрен. не нужно. Понятно. Так, что у меня Если еще? вышибалы третьи. Нам А, нужны гвозди, проволока, если есть. А можем и на антидот тебе махнуть. Есть кодлоки, все что угодно. ясненько, ясненько. Так, так, так. Что тебе еще-то могу предложить? Я даже не знаю. Не знаю, не знаю. Нужны только гвозди. Забирай. Вот, спасибочки. Ты же знаешь, что делать с ним. Да, да, знаю. Годится? Пойдет, конечно. Если Ты чё чё, хоть? ствол я тебе, конечно, могу вчего. Ну, у тебя на гвозди только если поменять. Хочешь? Так А что может, так у вот. вас там разгрузочка какая завалялась ненужная? Я бы на гвоздики и махнул. Давай, не вопрос. О, это дело. Так, сейчас и разгрузочкой разживемся. Ну-ка, что на тебе есть-то вообще? Да, на мне, Пожарные штаны? да, штаны пожарные, Куртка поврежденные, куртка Сейчас мы тебя медицинская. оденем, не переживай. Да, походу это я нормально зашел. Очень неплохо, я бы сказал. Угу. Благодарю. Что-нибудь может Ну еще? как тебе обно? Ботинки нормальные или Да, убиты? не, ботинки вообще огонь. М. Дай-ка я тебе еще дам ППшку. Будешь ты у меня с ППшкой ходить еще. Да куда я ее? Патронов найдешь. Ну, топор можно положить вовнутрь. Рация у тебя есть. Рюкзак есть. Разгрузка есть. Вроде одет. Ну Топор да. можно убрать. Ну как? Да вообще отлично. Я даже не ожидал. Перчатки у тебя убитые. А у меня еще 2 пары нетронутых. Ну ладно. Как? Все нормально? Да, отлично, слушай. Спасибо огромное. Разошлись? Да не за что. Прощайся, я Винсент. Понял. М. Ладно.
Спасибо за Давай, все. удачи. Да, Тебе ничего. тоже удачи. Давай, в случае обращайся. Хорошо. Вот, значит, отличненько. Прям одели меня по высшему разряду. Ну и спасибо, конечно, огромное этому человеку. Теперь у меня и кастрюлька, и арбалет. Но пила все равно нужна. Хоть я гвозди и отдал. Ну а что было делать, как бы просто так забирать вещи? Не очень как-то. Неприлично получилось бы. Ну а так хоть что-то, там эпоксидки, да гвозди. Еще найду, если что. Может, конечно, и нет. Но до постройки базы мне еще пилу искать, замки, вот это вот все. Так что не жалко, не жалко. Проволоку все-таки оставил себе. А то мало ли что. Ну и двигаемся мы в Сосновку. Уже такие вроде как и заряженные маленько. Выхлоп, кстати. Нашел внезапно. Ствол этот, ну, знаю вообще, что дорогой. Он на многих проектах я его видел. И стоит он неплохо, потому что это крупнокалиберная винтовка. С редким боеприпасом. Но зато долбит, дай боже. Не знаю, может продам на алтаре торговцу, а может и люди закупят, которые там гоняют вот на это вот все, там на тисы, на СЗ. Хотя на СЗ на самом деле вряд ли к ней патроны можно найти. Но ведь вот здесь вот в техничке-то нашел же. Так почему на СЗ не может быть? Ну и остановлюсь я в домике. В домике я остановлюсь и вообще посмотрю, что у меня есть, что мне надо, что мне не надо. Стамины у меня точно нет. Ну и буду думать, что дальше делать. Да, болты-то я сделал, но они не стакаются. Нужен колчан. Для колчана, по-моему, нужны там какой-то... Либо из шкур он делается, либо вроде как есть импровизированный такой из мешковины и мешка. Это надо будет проверить на самом деле. Сейчас этим и займусь. Так, значит, с вещами я разобрался, крафты посмотрел. Не нашел я крафты из шкур. Есть только из мешковины и мешочной ткани. Точнее, вот этот вот мешок и мешочная ткань, мешковина. Вот это вот все. Колоночка. Колоночка имеется. Наполню я кастрюлю. Потому как у меня есть пачка кофе. А это значит что? А это значит, что я смогу... Так, вот эти я, пожалуй, одену, а эти будут у меня лежать где-нибудь в другом месте. Это я переложил. Это я наполнил. Да, пачка кофе у меня есть. Сделаю я кофейный напиток. Возможно, даже где-нибудь здесь. И появится у меня еще еда, если с ним ничего не сделали. Мачете лежит. Прям-таки нетронутая. О, блин. Силок, что ли, вот как-то так, не знаю. Мачете, по-моему, мне поинтересней будет. Хотя и силок бы я тоже вот так вот упаковал. Ну, вроде разобрались. Так, значит, сверяюсь я сейчас с направлением. От Сосновки можно двинуть куда? Можно двинуть в пустошку, на самом деле.
Это северо-восточная дорога. То есть мне примерно вот туда. И на пути у нас встретится блокпост. У меня 3 стрелы и 2 палки. Это в теории 5 стрел. Ну, зомбаков там будет, конечно, побольше. Так, куда мне? Примерно вот туда, там дорога. Стамины нету, выхлоп весит до хренища. 8 килограмм, по-моему, он весит. Так что чем быстрее я от него избавлюсь, тем лучше. Что-то там прям на дороге зомбак ходит. 2. Вроде до блокпоста еще даже не дошел. Да я и с Сосновки вот только вышел. А они уже гуляют. Это минус 2 стрелы сразу же. И то, если убьет. И то, если попаду. Я, кстати, даже еще не видел, какая там прицельная планка. Может, я и стрелять из него не смогу нормально. Так, ближе я как-то подходить уже боюсь, если честно. И они прям так рядом. Надо что-то придумывать. О, какой тут интересный прицел. Это мне надо... Так, куртку я не потеряю. Вроде бы. Он еще в куст зашел, а куст это... Типа коллизия, через которую может урон съедаться. Интересно, интересно. Вроде попал. Нормально. Так, ну вот еще минус 1. Итого. Стрел у меня нет. Есть только палки. Еще одна. А что вы здесь делаете-то? Это что, стрела в воздухе висит? Серьезно? И 2. Ладно. Как бы я возьму. Мне пригодится. Так. Полицаечка тут у нас стоит. Не лутаная. Что-то в ней уже лежит, вижу. И, по-моему, рядышком блокпост. Так, документы. Документы мы берем. Сигнальная ракета. Ну, мало места занимает. Берем. Твое я-то выкинул. Надульник мы берем. Что тут поблизости? Ничего. Ну, а вот речная накладка, возможно, продастся за копеечку. Ну, вроде бы как и все. Не особо жирная машинка. Но что есть, то есть. Документы, кстати, возможно, можно будет прочитать. И они здоровые. Документы, а нет, документы не читаются. Наверное. Что с ними делать, потом разберусь. Палаточки, палатки. И что мы будем с вами делать с палатками? Лепить стрелы, что ли? Жалко, что они по одной штуке только создаются. Так. Я смогу сделать 5. Кстати, вроде как тут еще какие-то монстры есть, помимо вот этих новых, что добавили. И может быть они как раз таки на военках и обитают.
Даже не помню, как называются. Так, ну я смогу забраться куда? На насыпь, в принципе. Ага, ни хрена, только я не смогу туда забраться. У меня стамины нет. Это мне придется рюкзак бросать. Либо прям делать это сразу. Но я бы на самом деле это сделал с палочками в руках. Потому как стрел мне может не хватить банально. Срезаем куст. Да уж, ну и место я выбрал. Ну шо же. На укрепление я забрался, на удивление. У меня курточка пока, наверное, полежит здесь. Рюкзачок, наверное, тоже пусть полежит. Это я беру в руки. Ну и погнали смотреть, что получится. Вроде как убил. Что-то они там заволновались, мне кажется. Да. Ух. Это я вовремя успел. Да, лучше вот так стрелять. Видимо, услышали они, как то ли тело падает, то ли что. Кто там еще стоит в поле. Вроде обычный. Стрелу забираем. Как удобно, однако. Удобно, но не должно так быть. Ух, ну вроде выбрались. Честно говоря, поколотилось маленько сердечко-то. Было напряженно. И теперь мне долгая дорога до пустошки. Опять-таки надеюсь, что пройдет она без приключений. Так, у меня уже вода убывает. Но это ничего, у меня есть запас. Как кофейный, так и водяной. Вот, кстати, кусты шиповничка. Надо будет заняться производством медицины как-нибудь. То у меня только одна таблетка тетрика выторгована. Ну как выторгована. Я бы, наверное, сказал, что мне ее больше подарили. Так как кувалда, 2 шпаклевки и гвозди, я думаю, будут дешевле, чем мне всего надавали. Ну, по крайней мере, для меня это дороже. Вот именно то, что мне надавали. Вещей для меня это более ценное на данный момент, чем я отдал. А я, похоже, добрел таки до пустошки. Наверное, это она. Надеюсь. Она меня должна, по идее, встретить баром. Баром. Пока которого я не вижу. Если я вообще с той стороны подошел. Пустошка. Не, ну так-то да. Так-то оно. И вроде как даже тут и не лутано. Труба. Труба. Так, а труба ведь в крафте используется. Вот это вот дальнобойщика. Надо ли оно мне? Да вроде бы как и надо так-то. Палки. Кору выкидывать. Вот почему селок нельзя повесить вот на рюкзак вот сюда вот. Вместо этой рации или вместо вот этого вот ким света. Было бы прикольно, я считаю. Мне показалось? Нет, не показалось. Тут свинка. А интересно, одна стрела свинку проймет? Надо пробовать. Надо пробовать. Надо. Опа. Дедуля. Сейчас мы дедулю обезвредим. Обожди.
Так, стой на месте. Не шевелись. Хорош. Ну и свинота у нас где-то тут тоже бродит. Бродит. Где моя стрела? Вот она. Левитирует. Забираем. Ой, а что-то она маленькая какая стала. Сломанный болт. Угу. То есть его еще можно разобрать. А как это сделать? Взять руки. Может, тем же ножом? Давай ножом попробуем. Так. Сломанный болт разобрать. И что с него получится? Так, кухонный нож повредился, надо заточить перышко. Это полезно. На самом-то деле. Отдыхает. Ты же меня не видел. Давай я тебя шлепну. Нормально. Одна стрела, одна свинка. Пойдем потрошить. Так, что тут у нас? Гора костей. И махонький кусочек мяса. Нож поврежден. Так, мяско я заберу. Кости, кости. Я знаю, что можно усилить наши стрелы. Эти поврежденные. Тогда. Ага. То есть вот так вот, да? Поврежденные-то они уже не катят. Так, ну на улице неприятный дождик. Тем более тут спалился я немного. Все такое, промок. Поэтому, похоже, надо пережидать дождь. Чем я тут и займусь. Домик хороший, удобный. Ножик подточу. Ну и все в таком духе. Да, вообще, как бы я не хотел тут все пролутывать. Респиратор. Но, мне надо двигаться на алтарь. Потому что вот эта вот вещица, но опять же, как мне сказали, достаточно дорогая. И я бы хотел ее продать. Так, сейчас надо зайти в какой-нибудь дом. Кстати, вступили уже в силу вот эти вот новые зомбачки. Лилипуты. О, пахнуло где-то. Поэтому надо глаза в полной мере открывать. Но говорят, что отваливаются они довольно-таки быстро. Там с одной стрелы тело вполне себе откисают. Да как ты меня увидел-то, засранец? Как-то прям резко стемнело. Так что, наверное, буду я пережидать ночь. С моей внимательностью как-то неохота мне делать перебежку из города в город в ночное время. То меня за задницу собака-то и схватит какая-нибудь. Неприятненько будет. Ну а с утра как-нибудь уж двину в путь. О, рюкзак. А мне не надо. Ну вот и утро. Кстати, а вот и чипсы. Нам на завтрак. А шлем же вроде не надо снимать. Замечательно. Отоспался я, значит, ночью прям до максималочки. Так как переход нам предстоит дальний. По воде. По воде довольно все печально, как, в общем-то, и по еде. Еда у нас начинает стремительно опускаться вниз. Хотя вот я опять дополнил до полного яблочка.
Что-то опять какие-то подгрузки, видать. Зомбаки спавнятся. Ну и что же, двинем мы в выбор. Пожалуй, что. Задерживаться я крайне не хочу. Потому что надо двигаться. И надо двигаться быстро. Стрелы у меня 3. И одна в арбалете, одна уже скоро сломается. Конечно, слышал тут петуха. А это стало быть перья. Но не знаю, гоняться за ним. Так, что это? Алкогольное. Пойдет. Куда это упакуем? А вот, наверное, вот так. Тут, конечно, червячки, но пока я рыбачить, наверное, не планирую. О, спички. Вот чего мне не хватало. Разгрузочный жилет у нас промокает. Их бы надо заныкать куда-нибудь. Вот сюда вот. Чтоб не намокали. Ну и тут масочку, эту балаклавку еще одну нашел. Кстати, моя-то как по состоянию? Тоже не тронутая. Ну, такая же, собственно. Не знаю, зачем взял. Может, подарю кому-нибудь. Что-то я тут заплутал, малец. Так, церковь, церковь. Не лучшее я место выбрал, конечно. Ага, ага. Мне вот в том направлении двигать. Понятно. Так, соломочка, соломочку едим. Да, с водой какие-то проблемы начинаются. Вроде бы как кофею пока не хочется выпивать. Это все-таки калории. Калории у меня вроде бы как в норме. А воду из бутылок я всю выпил. Была у меня. Я на самом деле кофе, наверное, можно перелить и в бутылки. А кастрюлю, в свою очередь, наполнить водой. Ну-ка, кстати говоря. Идейка-то интересная. Так. Меньше 250. Ну, посмотрим. А вдруг? Налить. Так, пол кастрюли ушло. Кофе. Зашибок. Вот, вроде и разобрались. Как раз у меня 2 бутылки. Ровно целая кастрюля в них поместится. Вот такой вот запас, можно сказать, консервов у меня появился. Так, кастрюлька пустая. Где-нибудь из лужи мы ее наполним. Еще. Так, наверху не посмотрел. Конфорка. Просмотрел я эту промочку, ничего там не было. Ну и, судя по всему, я уже у выбора. Так как сверился с картой, вот это вот рояль, вот этот вот промка, это прям-таки на подходе. Ну и лэпка, соответственно. Так что вот эти дома, это уже выбор. Лутать я его не планирую особо. Пробегу чисто так, пару домиков, гляну на наличие пожрать. Может быть, там водичкой затарюсь. И буду держать путь дальше. Да, основная сложность состоит в чем? Колонка здесь рядом с полицайкой. И там наверняка куча зомбарей. У меня где-то 3 стрелы, по-моему. Да, у меня 3 стрелы, которые... Одна, точнее, из которых скоро сломается. И... Да, у меня есть 2 палки. То есть я смогу еще скрафтить 2 стрелочки. Медведь не надо. Даже вот брать не буду. Ну а к полицайке, возможно, схожу. Еда у меня опять падает. О, машинка ментовская. Это мне везет на них.
Бахнуло, что ли? Блин, а ведь сюда может упасть. Прям-таки. Прям-таки сюда. А чё тут залутанные? Блин. Зомбарь появился. Так, направление срочно. Север. Мне на восток. Восток, то есть вот эта дорога. Полицайку. Полицайку газом накроет в случае чего. Вот там, где я сейчас нахожусь, не факт, что уже накроет, но может. Еда. Аля. Сюда упала. Сюда ведь? Погодь, гляну. Не, вообще где-то у меня... Вон там оно бахнуло. В ухе. Вроде газ не идет. А что у нас там? Запад там, значит, там север. Там военка Выборгская. Наверное, на нее и бахнуло. Так, что делаем? Что делаем? Что делаем? Поедим, подумаем. Так, вроде тихо. Странно. А, нет, не тихо. Внутри, походу, где-то сидит. Ёптать. Не, нахер. Даже стрелы тратить не буду. Что-то я так срусь с этого места. Больничка тоже там. Еще один мент. Блин, а хочется-то как? Но тут целая команда сидит. Так, одного, наверное, завалю все-таки. Как красиво попал. Даже без прицеливания. Так, обыщем. Шуметь я явно не хочу, так как тут придется все двери проверять. Так, стрела, стрела. Берем. Это одевай. Куртку бери. Буквально пару комнат смотрим. Ничего. Даже спринтану малость. Отремонтировал я разгрузку, а то она была сильно поврежденная. С одной стороны, вроде как и хочется выбор полутать. Потому как городок-то довольно тировый. Но с другой, вот это вот то, что на него может в любой момент сейчас приземлиться. А я без защиты. Презент с собой таскаю. А скрафтить не могу. Швейки-то у меня нет. Кстати, ни одной не нашел за этот вот поход. О. Спагетти. Первый раз тоже нахожу масочку. Скинем спагетти. Берем. Вот это бы надо будет съесть. Косточки. Ну, естественно, оставляем. Косточки это у нас потенциальная еда тоже, между прочим. Рыбалка, все такое. О. Уголечек сюда. Так, вон еще вижу. Так, блин. Возьми ты, господи. Да в смысле? Куда у меня уголь-то упал? Короче.
разберусь. Так, потом разберусь. Больничку осмотрел. Вот мне интересно, куда у меня все-таки уголь упал? Куда он? О, еще уголь. А, у меня полный стак. А где он был? Где-то на капоте, что ли, лежал? Интересно, интересно. Горелку не буду брать. Что-то она мне уже разонравилась. Бабка, не смотри сюда. Я ухожу уже. Больничку Выборгскую посмотрел. Ментовку так одним глазочком тоже. Ну и так-то ни на что больше мой взгляд падать не хочет. Буду продолжать я свой путь. Наверное, сейчас даже перекушу тут что-нибудь, какую-нибудь консервочку маленькую. Ну и двину я в Кабанина. Или картошину схаваю чисто сырую. Чтобы водички дало. Ну и надеюсь, до Кабанина я доберусь. Также без приключений. Опять забыл посмотреть, что там лучше, нож или мачете. Потом гляну. Ну, вроде как вышел я наконец-то на правильную дорогу. Забежал тут еще вон на ту промочку. Ничего, конечно, не нашел. И теперь мне предстоит долгая дорога до Кабанина. По одну сторону у меня СЗ, по другую сторону у меня военка, не помню даже как называется. Но ни туда, ни туда я, естественно, не пойду. Не готов я еще. А держу я путь по-прежнему к алтарю. И Кабанина — это предпоследний пункт моей остановочки. Зомби? Вроде зомби. Так, тачка. Вот это... Ну, она текстурная, это понятно, я ее помню. Главное, что на нее можно залезть. В случае чего. Хотя мне это все скидывать придется, все свои шмотки, чтобы на нее забраться. Но, кстати, вода. Опачки. Схрон. Колчан. Блин, сорян, братишка, но мне нужен колчан. Прям очень нужен. Я понимаю, что так вроде как и нехорошо делать. Но мне очень надо. Надеюсь, ты меня простишь. Мне его никуда не повесить, по-моему. Просто так он не вешается. Нужен ремень, поди-ка. Что тебе я могу оставить? Вот тебе клизмочка в подарок. На кассету, на. Мне не жалко. Для тебя за колчан все что угодно. А, воды-то я так и не набрал. Блин, сколько ж там зомбарей-то в полях. Не, ну это определенно круто. Вот такое вот мне очень нравится. Прям какая-то... Что за звук? Вроде показалось. Какая-то прям такая атмосфера ходячих. Поле, так одиночные зомбаки ходят. Не, круто, круто сделано. Вот такой вот спаун зомбаков, он самый... Опа. Самый прикольный. Только я так залюбуюсь. И меня тут примут. А бегать-то я не умею. Ну, вроде куда-то добрался. Шо там? Кабанина. Ну, можно выдохнуть. Один разочек.
церкви я точно ночевать не останусь. Хотя еще день. Но, честно говоря, этот переход держал в напряжении. Вот эти вот все зомбаки, ходящие в поле. Плюс возможность встретить животину какую-нибудь неприятную. Мертвые зомбаки валяются. Ну, значит, тут недавно проходили. Да, вот и шкаф обыскивали. Я так понимаю, что... Короче, лутать тут особо нечего. Кстати, я могу стрел наделать, раз уж у меня колчан появился. Ага, вот эту бабку-то я не заметил. Сломанный болт. А я возьму. Плюс перо. Кстати, по-моему, слышу, кто-то тут бегает, отстреливает до сих пор. Ну и ладненько. Ну и хорошо. Хоть кто-то зачисткой занимается. А я пока стрел себе наготовлю. Да уж, наготовил. Хотя на самом деле полежка тоже могу взять. И сделать костерчик. Сварить свою курицу. Хотел сказать зажарить, но у меня ж теперь кастрюля. Какое там? Зачем мне жарить? Я варить могу. Вот вроде. Или тут не было. Короче, сейчас увидим. Да, печки там не было. Есть там, но туда идти. А какие у меня варианты? Кстати, тут стрелу не забыл. Нет, не забыл. Ладно, надо бы ее разобрать будет. Да короче, чё я? Хороший дом. Чё мне не нравится? Надо туда и идти. Бабуля отдыхает. А я пошел вариться. Ё-моё. Вот это сейчас тут бахнуло. Так, а не накроет ли меня часом? Куда прилетело-то? Куда-то туда, по-моему. Страшно-то как. Так, на кабанина, конечно, падает, но вроде на этот дом не должно. Он довольно далеко. Ну да, до этого дома все должно быть нормально. Я надеюсь. Так что, наверное, можно посидеть пока здесь, разложиться.